Всем привет! Наушники очередные на обзоре. Ace Fast. Магазин есть такой на AliExpress, продает который не только наушники, но там у них все вот такое красивое, качественное, зарядки, различные кабели. Перейдите по ссылке, ознакомьтесь сразу, кому интересно. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Сделали они рассылку для видеоблогеров, присылали наушники на обзор. Лежат они у меня уже долго. Сейчас дошли вот руки сделать на них видеообзор. В общем-то, сразу я скажу, что я не поклонник такого типа наушников. У меня уши, не воспринимают именно вот такой тип наушников. Но пользуются они спросом. Кстати, на странице продавца, это первое, что вы должны учитывать. Вот при выборе, например, даже наушников на AliExpress. Зайти на страницу продавца, посмотреть количество покупок и сразу же смотрите отзывы. На Алиэкспрессе отзывы реальных людей, которые пишут. Понятно, что опять же вы должны делать уже аналитику, прочитали и проанализировали, потому что есть люди, не совсем адекватные отзывы оставляют, в связи с тем, что они сразу не разберутся, оставляют отзыв, потом разберутся и, соответственно, потом уже новый отзыв не пишут. Наушники получили большое количество отзывов, и люди о них отзываются как о нормальных наушниках. Я их даже еще не распаковывал. Сейчас при вас распакую, подключу, проверю. Индивидуально, конечно, это все для каждого. У каждого свой слух, у каждого восприятие частот свое. Кто-то любит басы, кто-то любит высокие частоты, кто-то любит, чтобы было всего в меру. На этих наушниках какой прикол, во-первых, их, что это офигенная просто упаковка сразу идет с ними, просто сразу видишь и охреневаешь. Молодцы, китайцы именно делают изначально все качественно, начиная с упаковки. На подарок кому-то заказать такой вот вариант, только чего стоит такая вот коробка. Второе, что шумодав заявлен ENC, то есть реальный шумодав, который работает. Видел я видеообзор, делал человек. Уличный шум глушит. Если ты с кем-то по телефону разговариваешь, на первый план выделяет твой разговор, то есть голос. На задний план и глушит это уличный шум. Ну и второй основной момент, из-за которого стоит покупать эти наушники, из-за того, что это современные наушники. Чип Qualcomm aptX, Bluetooth 5.2 уже установлен. Ну и, соответственно, наушники имеют лучшую связь со смартфоном на немного большем расстоянии. Не нужно рассчитывать там на какие-то сумасшедшие метражи от работы с телефоном. С нормальными помехами в пределах 10 метров. В прямой видимости с наушниками где-то, может 20 метров максимум. Дальше будет теряться уже связь и будет некачественная. Ну и, соответственно, за счет современного Bluetooth наушники будут немного дольше работать, чем предыдущего поколения, например, наушники. Ну и, соответственно, заряд сохранять аккумуляторов лучше. И какой еще плюс этих наушников? Это наушники могут работать, по одному. Вы можете их использовать, потому что у них имеется в каждом наушнике свой микрофон. Динамик понятно, плюс еще свой микрофон. Заявленному можно на 99% верить. Сейчас уже не тот AliExpress, и китайцам нет смысла вас обманывать. Упаковка очень классная, все характеристики, спецификация, все уже прописано на упаковке. Можете сразу с этим всем ознакомиться. Можно сразу понять, что наушник имеет сенсорное управление. Здесь даже такая вот, как голограмма или как. Очень классная упаковка идет. Ну и мощная. Видите, все пришло в целости и сохранности, без всяких вопросов. Все запечатано. Распечатываю все при вас. Можно аккуратно все это сделать. Ого. Вот таким вот образом. Тут вот так все дело открывается. Имеем кейс и два наушника. Еще мы имеем в комплектации что-то. И коробка у нас пуста. Инструкция. Кабель USB Type-C для зарядки кейса.
Ну и кейс, как вы уже можете понять, это служит также он переносом для наушников. Ну и также как зарядное их устройство, подзарядное. Кейс очень классно выглядит, пока новый, выглядит очень солидно. Полупрозрачный вариант. Такой вот корпус прозрачный, но сам аккумулятор и посадочные места для наушников прикрыты. LR, правый, левый наушник. Имеем посадочное место. И здесь также крышка, наверное, имеет какую-то магнитную защелку. Или за счет вот тут пружины. Ну, как-то это все закрывается и не болтается. Имеется светодиод индикаторный. Открытие-закрытие. Он загорается и гаснет. Амбушюры также имеются. Ну, понятно, здесь разных размеров. Ну, и кто пользуется этими наушниками, тот, наверное, уже знает, что многое зависит именно от подходящих под ваши уши амбушюр. От этого напрямую будет зависеть качество работы, качество звука. Кому важно качество звука через наушники воспроизводящего, нужно подобрать правильно амбушюры. Здесь есть маленький размер, это стоит средний, и большие. Вот в этом вот комплектике. Можете менять под свои уши, все пробовать. Ну и наушники, вот видите, как выглядят. Здесь имеется защитная пленка, потому что есть магнитные контакты для зарядки аккумуляторов наушников. Наушники беспроводные уже, я думаю, многие понимают. Лак, черный лак, очень классно это все выглядит современно. Ну, современные простые наушники. Правый наушник. И также стоит отметка на каждом наушнике между контактами R и L. Важно различать и знать, и помнить, где у вас правый, где левый наушник. Ну, во-первых, в ушах они садятся именно по своему назначению. Левое ухо и правое. И плюс еще разница есть в управлении. Сенсор находится именно в этом месте. И левый наушник отвечает за уменьшение громкости и за возврат к предыдущему треку при прослушивании музыки. Правый наушник, несколько кликов, громкость мы можем увеличивать. И также перемотка работает вперед, кликнув на правый наушник. Громкость у нас работает от одного клика постепенно. Раз, два, с паузами. Увеличиваем громкость. Левым уменьшаем громкость по одному тапу. Быстрое двойное включение, то есть раз-два клик и второй клик раз-два. Снимаем с паузы или же включаем воспроизведение музыки, прослушиваемой на смартфоне через наушники. Очень важно это помнить, ознакомиться для адекватного управления наушниками. И это можно прочитать в инструкции без проблем, потому что инструкция идет русифицированная. Есть русский язык в инструкции. Левая и правая гарнитуры по умолчанию успешно сопряжены, когда продукт покидает завод. Все сопряжено, все работает в автомате. Подключили один раз к смартфону эту систему, складываете ее, убираете в кейс. Идет автоматическая подзарядка, если у вас кейс заряжен. Наушники автоматически заряжаются. Отключаются от смартфона. При следующем изъятии наушников из кейса и установке в уши, они автоматически, при условии, что Bluetooth на смартфоне включен, подсоединяются к смартфону автоматически и работают. Убираете опять в кейс, автоматически отключаются и подзаряжаются. Система очень проста. Ознакомиться просто вам нужно с инструкцией, которой проблем здесь нету. Подсказки различные, ну и характеристики. И по управлению все также описано. Заявленные характеристики, в общем-то, не сильно отличаются от прошлых всех наушников. Хватает вот этого вот комплекта вместе с зарядкой. Кстати, вон синеньким светятся. Идет зарядка сейчас наушников. Индикаторные светодиоды, которые показывают, что наушники заряжаются. На сутки должно вам хватить полностью заряженных наушников плюс полностью заряженного кейса. То есть перед тем, как куда-то идти, вы эту систему должны будете зарядить. Берем любое зарядное устройство 5-вольтовое, берем кабель. И это все дело можно подключать просто к компьютеру через USB. Компьютер, ноутбук подключайте и заряжайте. Или тупо ваше зарядное устройство от смартфона 5-вольтовое. Подключаю
в розетку 220 и заряжаются. При этом мигает зеленый светодиод, а при полностью заряженном кейсе не будет никакого мигания. При полностью разряженном кейсе будет подаваться вам красный сигнал светодиода. Вы будете знать, что кейс разряжен и требует зарядки. Включаю на смартфоне Bluetooth, захожу в поиск. Давайте посмотрим, какие устройства найдутся и будут ли активны наушники именно в кейсе. По идее нет, так правильно они работают, что пока они в кейсе, они не активны. Bluetooth их не находит. Открываю кейс, давайте при открытом кейсе посмотрим. Да, вот смотрите, кейс я только открыл и нашлись наушники AceFast T3. То есть я их могу уже по идее даже привязать. Кликаю на них и подключено. Все без заморочек и даже не нужно наушники вынимать из кейса. На айфоне информации нету, на андроиде у вас будет высвечиваться информация по наушникам по аккумулятору. Давайте сейчас я извлеку наушники, может и появится информация, может когда они стоят на зарядке нету информации. Ну нет, ничего такого нету. Отключить, забыть устройство, тип устройства, наушники, имя можно поменять. Ну и все. На андроиде будет у вас информация. Кстати, извлек я из кейса наушники, а кейс продолжает заряжаться, потому что он подключен к зарядному. Работа сенсора. Включил я ролик свой на YouTube. Сейчас стоит на паузе. Левый наушник, 2 раза кликаю по сенсору. Пошло воспроизведение. 2 раза еще раз кликаю по сенсору. Остановилась пауза. Также если 3 раза кликнуть, пролистается, то есть будет другой ролик идти. Громкость. Давайте попробуем увеличить правым наушником. 1 раз кликаю на сенсор. Но, наверное, это надо в режиме воспроизведения все делать. Кликаю 1 раз на сенсор. И появляется у нас индикатор громкости. И второй клик идет уже увеличение громкости. Вы это видите. Сейчас поднесу к микрофону наушник. Послушал я, сразу скажу вам, именно звук передается очень качественный. Все частоты правильные, то есть нету впечатления такого, что вы слушаете через какие-то некачественные наушники. Звук идет качественно. Все частоты очень классные. Басы также имеются. Не скажу я, что супер бас здесь, но басы вполне таки хорошие. Очень все классно, как по мне. Я не меломан, но как по мне, все очень качественно. Еще что заметил, наушники сидят очень классно, очень плотно. Но кто понимает вот эти вот вакуумные наушники, затычки, так сказать, ну, я в них чувствую себя некомфортно, потому что изоляция происходит от внешнего мира. Ну, а так держатся очень классно. Прямо их нужно оттуда извлекать с усилием. Сами они не выпадают. Скорее всего, за счет амбушюр, понятно. И плюс, наверное, еще за счет вот этого вот корпуса. Именно где сидит динамик. Очень все классно. 1 раз поставил, так сказать, и уже забыл до следующего изъятия. Держаться они будут очень классно. Позвонил Светлане. Сейчас ты меня слышишь? Ну и проверим наличие микрофонов. 1, 2, 3. 1, 2. Поговори. 1, 2, 3. 1, 2. Как меня слышно? Вообще нормально? Как меня слышно? Сейчас очень громко. В правом наушнике микрофон реально есть. А сейчас как меня слышно? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Слышно меня? 1, 2. Слышно, ну тише, чем предыдущий. В левом наушнике микрофона нету. Вот реально микрофон только есть в правом наушнике. Поэтому 2 микрофона это фейк как бы. Но качество разговора очень классно. На максимальной громкости. Вот, если настроить максимальную громкость при разговоре, то
Запираний никаких нету, наушники работают качественно, нормально, но громкость очень сильная, сильное давление на барабанные перепонки, то есть некомфортно. Запас громкости очень большой. Запас громкости очень большой. На средней громкости самое нормальное, то есть вариант разговора. На максимальной очень тяжело. Посоветовать их однозначно вам могу, потому что это современный вариант наушников. Все современные системы, чипы, все эти дела. Ну и звук, реально, вот они заявляют, супер чистый звук. Так он и есть. Этим эти наушники вас и удивят, что звук реально классный, четкий, чистый. Шумодав также работает, проверял я. Ну и частоты, идеально все работает. И главное, что это не только при прослушивании музыки, а и при разговорах на смартфоне. То есть связь, если вы с кем-то держите, также это классно все работает. Поэтому ссылку оставляю, переходите, приценяйтесь, смотрите, сколько на данный момент они стоят. Там распродажи, различные акции в этом магазине есть. Реально классный магазин. Посмотрел я и по ценам, и по товарам. Все современно и классно и качественно. Всем удачи, до следующих видео.